Привет! Знаете, есть одна вещь, которая может в один момент перечеркнуть всю работу на YouTube, все вложенные силы и деньги. И сегодня мы разберемся, как защитить свой проект и не потерять все из-за одной ошибки. Давайте начинать. Просто представьте себе, обычное утро, вы заходите в творческую студию, а там вот это. Красным по белому. Аккаунт заблокирован. Два слова, которые означают, что сотен, а может и тысяч часов работы больше нет. Это не просто неприятность, это полное обнуление. И первая мысль, конечно, ладно, не страшно, у меня же есть второй канал, но вы пытаетесь зайти на него, и он тоже в бане. А тот маленький, экспериментальный канал. Та же история. И вот тут приходит холодное осознание. Это не случайность, это система. Но паниковать рано. Выход есть, и он вполне конкретный. Мы сейчас по шагам разберем, на кого на самом деле нацелен бан, как алгоритмы вычисляют все связанные аккаунты и, самое главное, как выстроить такую систему, чтобы обезопасить себя раз и навсегда. Готовы? Поехали! И начнем мы с самого главного заблуждения, которое стоит людям целых бизнесов. Все почему-то думают, что YouTube блокирует каналы, но на самом деле все гораздо серьезнее. Платформа блокирует не канал, она блокирует человека, личность автора. Как только получен бан, правила запрещают этому человеку владеть, создавать или даже просто пользоваться любыми другими YouTube-каналами. Вы не просто теряете канал, вы попадаете в черный список платформы. И вот в этот момент запускается та самая цепная реакция. Алгоритмы, как ищейки, начинают прочесывать всю платформу в поисках любых других ваших проектов. И какой-нибудь один страйк на маленьком тестовом канале может как домино обрушить всю вашу большую медиа-империю. Логичные вопросы, а как YouTube вообще понимает, что вот эти 5, 10, 20 каналов принадлежат одному и тому же человеку? А он плетет такую невидимую цифровую паутину. Давайте посмотрим, из каких ниточек она состоит. По сути, у системы есть 4 главных крючка. Ваш кошелек AdSense, номер телефона, резервная почта для восстановления доступа и то, что называют цифровым следом. Поверьте, для Google этого более чем достаточно, чтобы связать все точки в одну картину. Цифровой след. Ну, если по-простому, это уникальный отпечаток вашего устройства в сети. ID компьютера, IP-адрес, даже ваш браузер со всеми настройками. Даже если вы просто в разных вкладках переключаетесь между аккаунтами, для Google вы один и тот же человек за одним и тем же столом. Но самая крепкая, самая железобетонная связь — это, конечно, деньги. Ваш аккаунт AdSense — это, можно сказать, финансовая пуповина, которая намертво связывает все ваши проекты. И если бан прилетает на один канал, могут заблокировать и сам AdSense. А это прощай монетизация вообще на всем. Есть и еще одна популярная ловушка — бренд-аккаунты. Да, это удобно. Зашел в один Google аккаунт, а оттуда управляешь 10 каналами. Но это буквально игра с огнем, потому что если блокируют вот этот главный, основной аккаунт, вся ваша бизнес-империя рушится в одну секунду. Как карточный домик. Так, с проблемами, кажется, разобрались. Что делать? Ответ простой. Перестать строить один гигантский «Титаник», который может потопить один айсберг. Вместо этого нужно строить флот из множества независимых друг от друга кораблей. Это и есть стратегия цифровой изоляции. И здесь есть одно золотое правило, которое нужно просто запомнить раз и навсегда. Один канал — это один совершенно отдельный изолированный Google аккаунт, то есть созданный с нуля, со своей почтой, своим паролем, никак не связанный с другими. Абсолютная изоляция. Вот вам простая инструкция. Создаете новый канал? Откройте браузер в режиме инкогнито, чтобы не тащить за собой старые цифровые следы. Купите новую сим-карту, ее цена просто смешная по сравнению с потерей канала. И ни за что никогда не указывайте свою основную или рабочую почту в качестве резервной. Хорошо, с каналами разобрались. Но как быть с деньгами? Как безопасно монетизировать несколько проектов, особенно если некоторые из них, скажем так, ходят по краю правил? Самая большая ошибка — это подключать к одному и тому же AdSense и свой личный блог, в который вложена душа, и какой-нибудь экспериментальный канал с нарезками, который может словить страйк в любой момент. Для таких вот серых, рискованных проектов существует куда более безопасный инструмент — медиасети. Да, медиасеть берет свой процент, но в нашей ситуации она работает как финансовый буфер, как бронежилет. Если рискованный канал ловит пулю, то есть бан, эта пуля застревает в медиасети, а ваш основной личный аккаунт AdSense остается в полной безопасности. А что делать, если вы смотрите это видео и ваш канал уже заблокирован? Раньше ответ был бы простым — ничего. Но с недавних пор появился один, пусть и небольшой,
но шанс. Называется эта программа «Второй шанс», но условия там, прямо скажем, драконовские. Нужно полностью исчезнуть с платформы. Ровно на год. Никаких новых каналов, никаких попыток. И только через год можно будет подать заявку на возвращение. И то это не касается каких-то серьезных нарушений. А теперь, пожалуйста, очень внимательно. Самое главное. Никогда, слышите, никогда не пытайтесь обмануть систему и создать новый канал сразу после бана. В правилах YouTube это называется обход блокировки, и это смертный грех. Как только система вас поймает, а она поймает, вы получите вечный бан. Без права на апелляцию. Это билет в один конец. Важно понимать, все, о чем мы сегодня говорим, это не какие-то лазейки для нарушителей. Это, по сути, правила цифровой гигиены для любого профессионального автора. Мы не пытаемся систему взломать. Мы учимся грамотно и безопасно строить свой бизнес внутри ее правил. Итак, давайте подытожим. Главное слово «разделяйте». Каждый новый проект — это новая цифровая личность, с новыми данными, с новой почтой. Это не паранойя, друзья, это профессиональный подход к безопасности. Нельзя, чтобы вся ваша работа держалась на одной хрупкой ножке. И в конце просто задайте себе честный вопрос, глядя на свои проекты. Что вы строите? Карточный домик, который сдует первым же порывом ветра, или все-таки надежную, неприступную крепость? Проведите аудит своей безопасности прямо сегодня. От этого зависит будущее всего вашего дела.